Слава Украине, привет всем от Полонского. Очень интересные новости приходят сейчас из Эстонии. Вообще сейчас посмотрим на новости и сделаем кое-какие выводы, друзья мои. Новости просто поразительные. Ну, в очередной раз, собственно говоря. Так, ну из Эстонии нормальная новость. И там президент подписал закон, по которому эстонские военно-морские силы имеют право задерживать и даже открывать огонь по кораблям, которые зашли в территориальные воды Эстонии, но у которых нет надлежащих документов. Имеется в виду, конечно же, эти вот российские воровитые танкера, которые, ну, российскими их нельзя назвать, это теневой флот Путина, ходит под флагами самых различных стран мира, там и Вануату, и Панама, ну, Панама, правда, их повышвыривала. Вот там и Либерия, и всякие острова, кокосовые, Кука и так далее, и Кот-д'Ивуар, и все, что хочешь. То есть и Джибути, в общем, все, что хотите, да. Под разными экзотическими такими флагами они ходят, но при этом не имеют ни страховки, ни реального хозяина, ничего. Если начинаешь эти вот, как они задержали недавно этого танкера очередного, там 100-тысячник, да, Кивола, по-моему, называется, так там не найти невозможно ни страховку, ни хозяев, потому что флаг на нем Джибути написан, да, а флаг Джибути, а когда начинаешь проверять, выдает фальшивый. То есть вообще непонятно, чей флаг. Хозяин какой-то сидит на Маврике, где-то вообще там, говорится, в норе какой-то, непонятно, кто это вообще. То есть там здания такого не существует и так далее. Страховка левая, китайская какая-то, вообще не пойми что. Вот, то есть, а представьте себе, вот, кроме того, что он перевозит контрабанду путинскую, представьте себе, что он переламывается, например, пополам где-нибудь у побережья Швеции. Это 100 тысяч тонн. Вот сейчас вот рашисты, когда утопили два своих небольших танкера, то выплеснулось меньше 10 тысяч тонн нефти, солярки в данной ситуации. Не, мазут был, да, извините. И до сих пор закрыты все пляжи. Вот. А тут 100 тысяч тонн, представьте себе, то есть в 10 раз больше. Не дай бог. Вот. А кому предъявлять претензии? Некому. Вообще некому. Вот эстонцы, собственно говоря, наконец-то раздуплились, и этот танкер был арестован. А по всем остальным будет вестись работа. А я так уверен, что у всего путинского флота вот такие вот липовые левые документы. То есть тут нормально сработали, хорошо. И еще одна относительно приятная, ну, приятная новость, в принципе. Будущий канцлер Германии Мерц заявил, что они предоставят Украине Таурусы, потому что Украина должна вести переговоры с позиции силы. Уже никто не верит в эти трамповские переговоры, вот этого переговорщика, этого жалкого, этого шута Виткофа никто не верит. Ну, сейчас еще к этому вернусь, это вообще аут. Да, там просто аут. Ладно, сначала о приятном. Мерц сказал, что, значит, он предоставит Таурусы до 500 километров. Одно только но, он сказал, что это должно быть сделано, одобрено странами Евросоюза. Но он не сказал, что всеми странами Евросоюза. Некоторыми, по всей видимости, странами Евросоюза. Учитывая, что Великобритания и Франция уже посылали свои ракеты нам, то, соответственно, я не ожидаю каких-то больших проблем с тем, чтобы они, например, одобрили эту поставку. Вот. А слава богу, от Трампа в данной ситуации, насколько я знаю, разрешения не требуется. Это немецкая ракета, немецкая разработка, поэтому все свободны, как говорится, гуляйте. Вот так вот, да. То есть, ну, вот это, скажем так, позитивные моменты. Вот. И скорее всего, что пускай даже, вот видите, с такой заковыкой, что, мол, давайте, мы хотим дать Украине ракеты, но вот давайте, чтобы другие страны ЕС были с этим согласны. Ну, окей, хорошо. Засчитываем все равно как позитив. Ну и теперь возвращаемся к Трампону. Это просто, ребята, это какой-то аут. Я не знаю, был ли когда-то, я не сильный специалист в истории США, я не знаю, был ли когда-то еще один такой настолько, ну, вот как сказать правильно, чтобы, ну, жалкий просто президент, этот человек на посту президента, ну, это просто, знаете, я руками просто развожу, у меня не хватает, есть такое хорошее английское выражение speechless, когда тебе не хватает слова, не хватает воздуха, чтобы описать то, что происходит, вот эту мерзость, абсолютную мерзость. Значит, спустя сутки после того, как Путин бомбил гражданских в Сумах, выходит вот такой вот пасквиль от Трампа. Я сейчас буду вам просто его тут переводить. У меня волосы дыбом. Знаете, если бы у него прическа была, у меня бы сейчас вот такая вот шевелюра стала, как у Анджелы Дэвис. От восторга. Цитата.
Трампа. Война между Россией и Украиной – это война Байдена, а не моя. Я только что вступил в должность. В течение 4 лет моего срока не имел никаких проблем в том, чтобы предотвратить ее. Угу. Поэтому она шла с 2014 года, ты ничего не сделал, чтобы ее предотвратить. Ремарка. Он просто забывает, когда она началась. Ну, дедушка не в материале, еще раз говорю. Он глупости говорит. Дальше поехали. Президент Путин и все остальные уважали вашего президента. Ну, это, вы же понимаете, вы видите, как все его уважают сейчас, да? Ну вот Путин его приблизительно так же уважал, ноги вытирал регулярно об него. А так уважал. И слов нету, как уважал. Дальше поехали. Я не имею никакого отношения к этой войне. То есть Будапештский меморандум, это все фигня, союзнические какие-то отношения, это фигня, не имеет никакого вообще отношения, он вообще с Луны свалился. Я не имею никакого отношения к этой войне, но усердно работаю, чтобы остановить смерть и разрушение. После того, как он пришел к власти, на секундочку, количество обстрелов шахедами увеличилось, наверное, раза в 1,5. Так, это к сведению просто, да? Вот. А баллистические ракеты нам практически нечем сбивать. Ну, это так он останавливает войну с нашей стороны, да? То есть он удар по нам наносит при этом. Если бы президентские выборы 2020 не были сфальсифицированы, ну, я просто здесь делаю вот такой вот, потому что я даже не хочу это обсуждать, а оно так и было, ну, кто бы сомневался. Во многих отношениях. Эта ужасная война никогда бы не произошла. Ну да, если бы, да. Если бы я был президентом Америки, то никто бы не убил президента Кеннеди. Ну, блин. Дальше читаем. Президент Зеленский и мошенник Джо Байден проделали абсолютно ужасную работу, позволив этому издевательству начаться. Я даже этого не хочу комментировать. То есть виноваты в начале войны президент Зеленский и, как он говорит, мошенник Джо Байден. Угу. Да. Путин не виноват. Заметили? Путин хороший. Путин хороший, почему? Он же уважает Трампа. Вы же посмотри. Ты меня уважаешь? Знаете, как... Вот это интеллект человека, знаете, вот как вот, я говорю, у него, ну, очень часто он мне напоминает алкашей, которые вот возле подъезда там где-то сидят, и ты подходишь, и ты меня уважаешь? Уважаю, вот, заходи на эти гранчак, да? Вот это интеллект, да? Ты меня уважаешь? Да, уважаю. Смотрите, это же хороший человек, он меня уважает. Да. Было так много способов не допустить его начала, но это прошлое. Теперь мы должны остановить это и быстро. Так печально. So sad. Да, это конец цитаты. Ребята, ну у меня просто, знаете, я не знаю, что тут говорить. Это полный аут. Сказать, что это глупость, сказать, что это манипуляции, сказать, что это мерзость. Да, это ничего не сказать. То есть этот человек просто, ну я думаю, все прекрасно понимают, что он из себя представляет. Я хочу напомнить слова Трампа, который, чтобы его избрали, говорил, что я эту войну остановлю за 24 часа с момента, когда меня изберут. И к моменту, когда я стану президентом США, этой войны уже не будет. Было такое? Было. А что он сейчас говорит? А я сливаюсь, говорит, я ничего не могу сделать. Это не моя война, это Байден виноват, это Зеленский виноват. Путин не виноват, он хороший, он душка, он меня уважает. Вопросы есть, вопросов нет, да? Вот, чтобы вы понимали, что это за человек, с кем приходится сейчас президенту Зеленскому иметь дело. Вот, и туда же, в эту копилку, вот про эту же мерзость. Послушайте, тут Железняк пишет, що Трамп планував ввести санкції проти голови ОП Єрмака та оточення Зеленського, щоб змусити Україну підписати угоду про мінерали. Нардеп Железняк. Вот так. Кто не понял, Трамп хотел ввести санкции против Ермака и окружения Зеленского, чтобы заставить Украину подписать кабальный договор из 19 века, африканский. Вот я его называю африканским, потому что в 19 веке в Африке вот как раз туземных церков заставляли таким вот образом подписывать всякую мерзость. Вот он хотел, значит, таким образом выкрутить руки нам с тем, чтобы, значит, подписали вот этот мерзкий договор, который делает наших детей рабами барона Трампа. Да, Трамп отойдет, будет барон Трамп, и вот он будет приезжать сюда и с хлыстом погонять, значит, украинцев, чтобы быстрее работали на его плантациях. Наверное, и хлопок хотел развести здесь, да, чтобы это ж...
Ну, абсолютная мерзость, да, просто у меня, я же говорю, я когда это все вижу, ну это просто какой-то капец, ну, конечно, вот когда это все читаю, когда это все начинаешь анализировать, просто говоришь себе, что с этим чудищем никакие договора вообще подписывать нельзя. Даже самый хороший договор нельзя с ним подписывать, просто потому что это будет мерзость, это будет вранье, это будет ложь, он все равно обманет, он все равно не будет выполнять договор. Посмотрите на Будапештский меморандум, он его выполняет. Нет, кто его подписывал? Его подписывал президент Соединенных Штатов Америки, не имеет значения фамилия. Это президент великой страны, он подписал это. Приходит другой, говорит, да ну пошло, ну этот мошенник, этот не такой, это, Путин, а все остальные придурки, Будапештский меморандум, я чихать на него хотел, вообще на всех начхать, давайте мне сюда деньги, будете моими рабами. Все, вот и весь разговор, то, что он хочет, понимаете? Вот так, поэтому с этими вообще, я считаю, никаких договоров. Не, ну опять, это я вам говорю, как говорится, я не являюсь официальным лицом, я выражаю свою точку зрения. А что нужно делать на самом деле? На самом деле нужно посылать туда делегацию за делегацией, чтобы они обсуждали этот договор. Желательно в делегации, чтобы входили, ну я считаю так, можно сантехника послать из Верховной Рады, дополнить его тетей Галей, которая там, значит, уборщица, и тетей Мусей, которая посуду моет в буфете Верховной Рады. Вот этих, значит, ну, высокие договоры, ну это же государственные служащие. Государственные. Можно послать пару водителей из автопарка Верховной Рады, они хорошо матюкаются. Вот, тоже можно послать их туда. Вот, и пускай они там обсуждают, значит, вот эти вот все проблемы. Долго, да. А если им не понадобится, ну, тогда позовем, значит, сторожа из Кабмина, дядь Вася там есть такой. Вот, дядь Вася поедет и будет вот там, значит, тоже вести переговоры о чем-нибудь. Ну, сначала он там войдет в курс дела, немножко там туда-сюда сходит, нет, что-то зарядится. А потом будет с ними, как говорится, переговаривать долго и нудно. Вот таким вот образом. То есть посылать туда малозначительных чиновников, и пускай они там ближайшее, пока Трамп будет президентом, переговаривают. Да, пускай там что хотят, то и делают. Толку с него не будет никакого. Видите, он нас просто, ну, вот это показывает, что он нас тупо ненавидит. Тупо ненавидит, и он не знает, как на нас наехать. Даже когда нас обстреляли, даже когда у нас убили гражданских, Кривой Рог, теперь суммы, до этого я не буду даже перечислять, походу в Одессе там тоже ж прилетело. Ему вообще на это начхать. У него Путин хороший. У него Путин хороший, потому что он его уважает. Все. Да, то есть с этим человеком разговаривать дальше, ну, серьезно разговаривать не о чем. Но в то же время имитировать переговоры абсолютно нужно. Ну, мы туда поедем, да, мы будем говорить. Дядь Васю можно послать, да, хорошо. Вот, и сантехника обязательно. Может, там что протекает, он, походу, поремонтирует. Да, теперь переходим к более интересным новостям. Забыли про этого вот чудо вот это вот в перьях. Британия направила нам очередной транш в размере 990 миллионов долларов, значит, в рамках кредита. Сейчас все скажут, ну блин, это же давать придется. Да, это придется отдавать, но не нам. Кредита, который будет погашен за счет замороженных активов Российской Федерации. Вот так. Да, то есть вот гарантом по этому кредиту является Российская Федерация. Рейтерс об этом пишет. Вот, и, собственно говоря, вот эти 990 миллионов будут использованы для закупки новых ПВО и новой артиллерии. Замечательно, я считаю, это хорошо. Вот. Ну, есть страны, которые исполняют свои обязанности по меморандуму, по крайней мере, пытаются. Вот. А есть вот такие вот товарищи, которые вот, у которых Путин хороший. Путин хороший, он же меня уважает. Да, тут абсолютно замечательный человек. Уф, ребята, что вам сказать? Да, вот как-то так это все выглядит. То есть в настоящий момент будем говорить так, что поскольку Штаты отвалились, причем самоликвидировались, да, вот, ну, в конце концов, есть у нас другие союзники, есть у нас другие партнеры, вот, никакого смысла продолжать, еще раз говорю, серьезный разговор со Штатами нет никакого смысла, потому что они нам, во-первых, не друзья, во-вторых, они просто, ну, я имею в виду Трампов. Давайте все-таки разделять трамписты и Соединенные Штаты Америки. Тут одно, там другое. Вот как чеченцы, кадыровцы, да, вот, то же самое. Вот, то есть будем с ними иметь дело, знаете, на расстоянии. Чем дальше, тем лучше. И, собственно говоря,
И, собственно говоря, как-то так. И вот, смотрите, тут еще один момент получается, что в настоящее время Соединенные Штаты Америки сделали очень большую бяку сами себе. В результате их вот этой глупейшей политики в отношении практически всех стран мира, во-первых, доллар полетел вниз. Сейчас, если вы посмотрите отношение доллара к евро, по-моему, уже 1,2. Поправьте меня, если я не прав. Это самое большое значение за 3 с чем-то года. Уже 1,2. То есть, вот что он подорвал. Понимаете, во-первых, сейчас, смотрите, Китай ищет выходы на Евросоюз. Евросоюз, в свою очередь, ищет выходы на Китай. Китай, Япония, Южная Корея, Канада. Короче говоря, есть перспективы создания огромного экономического блока, где, скажем так, тарифы, давайте будем говорить, ввозные пошлины на товары будут либо минимальны, либо будут отсутствовать. И среди них не будет Соединенных Штатов Америки. Вдумайтесь просто, да? Вот, то есть будут совершенно другие страны. А доллар, вот его политика может сейчас привести к тому, что пошатнутся позиции доллара, знаете, как вот единой мировой такой резервной валюты. Я не говорю, что он завтра исчезнет, этот доллар, сбрасывайте доллар. Нет, этого не говорю, это чушь. Но то, что появятся другие валюты, и никто, ну вот, вы же видите сами, какого отношения к Трампу, как к чуме. И никто ему не верит. Соответственно, не верят ему, не верят, как говорится, не верят и в доллар. Вот так вот. И в результате будут другие союзы. Соединенные Штаты Америки при Трампе, ну, ничего хорошего их не ждет. Соответственно, надеяться на них, что они что-то как-то будут. Ребята, ничего они не будут. Они, дай бог, чтобы они Трампа пережили.